Выпечку к чаю практически не покупаю в магазинах. Мы все предпочитаем больше домашнюю. Ведь это намного вкуснее и полезнее. Всем привет! Делюсь сегодня рецептом пышного и вкусного кекса с ягодами. Подписывайтесь, если вы еще не со мной, и погнали на кухню готовить. В миску разбиваем 2 средних яйца. Подсаливаем щепоткой соли. Всыпаем туда же 100 грамм обычного сахара и 1 чайную ложку ванильного. Миксером тщательно перемешиваем. Все продукты должны быть комнатной температуры. Достаем заранее из холодильника. Следом добавляем 130 грамм кефира или нежирной сметаны. У меня 2 в 1 – кефир и немного сметаны. Еще понадобится 70 грамм растительного масла. Размешиваем продукты до однородности. Муку смешиваем с разрыхлителем. Муки примерно 230 грамм, а разрыхлителя 1 чайную ложку. Всыпаем сыпучей частями. Муку можно предварительно просеять, но это не обязательно. Замешиваем гладкое кексовое тесто без комочков. При желании можно в тесто добавить цедру апельсина, но это дело вкуса. Все довольно быстро и просто. Берем еще примерно 100 грамм любой замороженной ягоды. Смешиваем ее с половиной столовой ложки крахмала и добавляем в тесто. Кекс можно выпекать в одной большой форме, либо в виде маффинов. Смазываем форму маслом и присыпаем манкой или мукой. Равномерно распределяем тесто по форме. При желании присыпаем поверх крошкой. Рецепт присыпки вы найдете в описании под этим видео. И отправляем наше творение выпекаться в уже разогретую до 170 градусов духовку до готовности и румянца. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. Она должна выходить сухой. Естественно, даем выпечке полностью остыть, а после угощаемся. Пышный, мягкий, ароматный, вкусный и очень красивый получился кекс. Пеките в удовольствие и балуйте себя и своих родных. Список необходимых ингредиентов, как всегда, в описании под видео. Делитесь в комментариях своими рецептами. Ставьте лайки, чтобы не потерять это видео. Будет еще немало интересного. Также заходите на мой ТикТок и Инстаграм. Я буду рада гостям.